Эванесса – альтернативная версия Сакуры из Ханкай Импакта. Но насколько этот образ на самом деле перекочевал в Star Rail? Чтобы это понять, нам придется разобрать все 5 воплощений Сакуры. В ее истории были и кровавые ритуалы японской деревни, и холодные заказы наемной убийцы, и роль жрицы священного древа, и даже образ неонового киберпанк-ниндзя. Для многих игроков Сакура давно стала чем-то большим, чем просто персонажем. Это символ бесконечной преданности и тихой печали, который Hoyoverse бережно переносит сквозь свои миры уже много лет. Появление этой героини на экране почти всегда предвестник тяжелой драмы и неизбежных потерь. Однако Эванесса в Star Rail на первый взгляд кажется полной противоположностью своих предшественниц. Это вечная старшеклассница, которая обожает комиксы, возится с виртуальными питомцами и беззаботно дремлет на золотом дереве. Такой радикальный контраст заставляет гадать. Неужели разработчики наконец-то дали ей шанс на простую счастливую жизнь? Или перед игроками лишь самая искусная маска, за которой таится очередное стекло с трагедией? Мы сравним их судьбы, найдем точки соприкосновения и построим теории о том, какую изнанку прячет Эванесса за своей улыбкой. Как подтвердили на стриме разработчиков, ее путь связан с искателями эликсира, чья идеология строится на бесконечном поиске средств для поддержания жизни. В рамках этой фракции изобилия привычным местом для восполнения необходимых ресурсов стал Hornybox. Это удобный сервис, где донат в ХСР всегда по самым выгодным ценам, куда ниже, чем в игре. Пополнение происходит по UID с моментальной доставкой на аккаунт. А главное, никаких скрытых комиссий и переплат. Все прозрачно и абсолютно безопасно. В случае чего, техподдержка всегда на связи. Но не одним Ханкаем едины. На сайте множество других популярных тайтлов. От Геншина до Вувы, от быстрого пополнения Steam до подписок на разные сервисы. Под любой ваш запрос найдется лучшее предложение. Ссылки на Hornybox находятся в описании под видео. Переходите. Итак, начнем с самой известной истории. Истории Яэ Сакуры. События с Яэ Сакурой происходят в конце 15 века в одной из японских деревень. Сакура была старшей дочерью главы деревни, что само по себе накладывало на нее особый статус. Весь же ее мир строился вокруг младшей сестры Рин. Рин была слабым и болезненным ребенком. Сакура любила ее, заботилась о болезненной девочке и обещала, что однажды та обязательно выздоровеет. Но реальность распорядилась иначе. В деревне началась страшная засуха, и обезумевшие от голода старейшины решили, что богам нужна жертва – молодая девушка. Как итог, выбор пал на Рин. Молодая Сакура пыталась сбежать с сестрой, но, предполагая, что девушки попытаются сбежать, жители Рин перерезали щиколотки. В конце концов, отец Сакуры, глава деревни, взял ее руку в свою, заставил ее убить Рин собственными руками. Это событие полностью и навсегда разбило Сакуру. Она стала холодной и отстраненной, выполняя свои обязанности только потому, что такова была предсмертная воля ее сестры – быть хорошей Мико. Все изменилось, когда Сакура нашла на берегу раненую девушку с белыми волосами – Кален Каслану. Мы не будем вдаваться в излишние подробности Ханкай Импакта, чтобы не перегружать ролик деталями, но более подробно об истории Кален вы можете узнать из отдельного видео на канале. Для Сакуры, что закрылась в себе и была окружена деревенскими, которые в своей сути и повинны в гибели сестры, человек извне стал тем самым лучом надежды. Так что не мудрено, почему Сакура сразу же привязалась к ней. Она выходила Кален, буквально накормила лекарством рот в рот, а потом еще и массаж провела, что Кален, видимо, понравилось. Такой резкий контраст событий в истории Сакуры может показаться довольно странным и кринжовым, но напомним. Момент, когда выходил этот сюжет – 2016 год. На тот момент Шаоджи и разработчики Ханкай Импакта позволяли себе гораздо больше в плане взаимоотношений между персонажами и только пытались в сюжет. Да что уж говорить, если Ханкай Импакт в принципе среди гачхою единственная игра, где реально показывали поцелуи между героями. От одной только Сакуры их 3, а Химико однажды поцеловала какого-то неизвестного парня. Сейчас, конечно, тяжело представить, чтобы подобное ввели в Star Rail или Genshin. Увы, популярность Hoyoverse наложила не только ограничения в виде внимания со стороны партии Китая, но и ожидания и ограничения от фанатов. А вот, к сожалению это или к счастью, решать только вам. Что же касается Кален и Сакуры, то между ними вспыхнула любовь. Кален тоже была в трудной жизненной ситуации, потому для двух девушек эта встреча стала единственным спасением. И да, разработчик буквально в интервью сказал, что там именно что любовь. Да и это подтверждается рядом моментов и текста из сюжета и манг. Но Кален принесла с собой так называемый «черный ящик». В нем был запечатан Хершер эрозии.
Хершеры – это в своей сути разрушительные существа Ханкая. Собственно, Кален, стремясь защитить людей своей родины, выкрала этот ящик у местных властей и сбежала куда подальше, в итоге попав на Дальний Восток. Потому простое и беззаботное время было недолгим. Черный ящик начал влиять на израненную душу Сакуры, что годами копила гнев против жителей, подпитывая ее ненависть к деревне, убившей ее сестру. В итоге Сакура была поглощена Хершером, став фактически его сосудом, и превратилась в монстра. Кален была вынуждена сразиться с ней и запечатать ее вместе с этим самым ящиком на 500 лет. Позже, по воле случая, Сакура освободилась и даже пожертвовала собой, чтобы спасти девушку по имени Тереза Апокалипсис. Тереза – генетически созданный клон Кален, и это, собственно, одна из причин этого самого спасения Сакурой Терезу. Та ощутила в ней знакомую ауру. А спасла она ее через поцелуй, передав так называемую стигмату – особые гены, что дают контроль над силой Ханкая. Обещаем, больше тяжелой терминологии из Ханкай Импакта не будет. Но ни Сакура, ни сам Хершер Рози не исчезли. Они были перенесены в эту самую стигмату и воссозданы в неком подобии измерения воспоминаний – пространства стигматы. Как итог, Хершер Рози начал по новой давить на Сакуру, воссоздав бесконечный цикл кошмара самсары – убийство Рин, жертвоприношений в деревне – и так по новой раз за разом. Хершер хотел доказать Сакуре, что она монстр, и единственный способ остановить боль – это отдаться ненависти и уничтожить все, отомстив за страдания. По сюжету манги к ним в самсару проникает даже Тереза, которую вскоре в этом сне убивают, что еще лишь больше закапывает Сакуру в страданиях. Но финал этой истории все-таки светлый. Тереза, став переменной извне, сумела изменить исход бесконечных циклов. При прямой встрече Хершер Рози попытался использовать всю злобу и горечь прошлого Терезы, чтобы подчинить ее своей воле. Однако она нашла в себе силы простить и отпустить былое, понимая, что ненависть лишь порождает новый виток боли. В конечном счете Хершер отступил, согретый искренним теплом Терезы. В итоге Сакура вместе с памятью о Кален и духом Рин, той самой сестры, которая также стал частью этого мира, обретает покой в искусственном мире стигматы. Там они просто едят онигири под вечно цветущей Сакурой. Вот такая вот история первой из Сакур. Если сравнивать ее с Эванессой, то здесь проглядываются куда более тонкие параллели, чем просто внешность. Главное из них – это концепция самсары. В прошлых сюжетах Эванесса то и дело буквально спойлерила будущие события, будто она уже наперед знает, чем все закончится. Да и в своем сне она предположительно видела будущее. Это наталкивает на мысль, не находится ли Эванесса в своем собственном бесконечном цикле. Даже на обложке ее манги мы видим события из совершенно разных временных промежутков. И из настоящего, где было прибытие экспресса, и из ее же сна, где на обложке изображено крушение поезда. Возможно, Эванесса тоже переживает некий род самсары, пытаясь выстроить идеальный мир, зная все ошибки прошлого. И хотя пока это лишь догадки, нам остается только ждать более подробного раскрытия версии 4.2. Прежде чем перейти к истории следующей Сакуры, стоит ответить на вопрос, а почему их вообще так много? Если вы играете в игры Hoyoverse, то наверняка заметили закономерность. Одни и те же лица кочуют из проекта в проект. Самый яркий пример – семейство Райден. У нас есть Райден Мэй в Ханкай Импакте, Райден Эй в Геншине и Ахерон в Star Rail. Все они отличаются в деталях, но у них общая основа – ядро персонажа. Такие герои являются альтернативными версиями. Вселенная Ханкай работает как некое подобие сервера, который хранит информацию обо всех существующих мирах. Хранимая информация применяется при формировании новых миров, и тем самым Вселенная продолжает расти и развиваться. Именно поэтому во Вселенной можно встретить альтернативные версии одних и тех же персонажей. Людей со схожей внешностью, но разными характерами. Это похоже на систему в ролевой игре. Один и тот же визуальный шаблон персонажа, как ассет, может быть повторно использован разными игроками, но каждый герой при этом обретает собственные уникальные параметры и историю. Однако эта система не ограничена лишь просто разными мирами. Схожие люди могут родиться как в рамках одного мира, но разных его планет, так и даже на одной планете просто в разных эпохах. На самом деле даже в нашем мире можно встретить человека удивительно на нас похожего. Вероятность найти точного двойника минимальна, но с населением Земли более 8 миллиардов человек шансы обнаружить кого-то с похожими чертами возрастают. В Ханкай-версии эта идея расширяется до вселенских масштабов, где сходство персонажей не случайность, а часть общей концепции. Теперь, поняв, как работают альтернативные версии, мы можем перенестись в иную эпоху Ханкай Импакта, так называемую прошлую эру, события которой разворачивались за 50 тысяч лет до начала основного сюжета игры.
Здесь мы посмотрим на, пожалуй, самую суровую версию Сакуры – оперативника прошлой эры. Если Яэ Сакура являлась жрицей, то эта Сакура была солдатом и убийцей. В ее эпоху человечество уже стояло на краю гибели. Искусство меча Сакуру обучил отец, и всю жизнь она посвятила защите младшей сестры Рин. Да, у этой Сакуры уже второй по счету тоже есть сестра, ставшая для нее центром мира. Чтобы обеспечить Рин безопасность в реальности, полной чудовищ, Сакура в итоге заключила сделку с влиятельной организацией и стала их личным чистильщиком. Сакура из прошлой эры – воплощение дисциплины и профессионального одиночества. У нее было два клинка – один для монстров Ханкая, а второй для людей. На Сакуру была наложена так называемая дисциплина – своеобразный ментальный блок, который превращал каждое убийство человека в пытку. Каждый раз, когда она обнажала меч против людей, на нее обрушивались воспоминания обо всех прошлых жертвах. Это служило своего рода ограничением, заставлявшим ее осознавать вес каждой жизни, не давая права на ошибку. Сакура всегда предпочитала работать в одиночку, поскольку напарник – это неизвестное, чьи эмоции, страхи или внезапная слабость могут сорвать план. Она не столько презирала других, сколько просто не могла позволить себе риск человеческого фактора, так как от успеха каждой миссии зависела жизнь и благополучие ее сестры. Сама ее работа была по-настоящему чудовищной. Сакуре приходилось устранять не только преступников или неугодных организаций лиц, но и обычных людей, зараженных болезнью Ханкая. Этот недуг – нечто вроде вируса, который сводит зараженных с ума и неизбежно убивает их. Тайно расправляясь с мирными жителями по приказу руководства, она пыталась сдержать распространение эпидемии. В ходе одной из таких миссий ей даже пришлось ликвидировать целый приют с зараженными детьми, которых отчаянно пытались укрыть от организации. Сакура ненавидела свою работу, но оставалась предана долгу. Чтобы хоть как-то почтить память тех, чьи жизни она оборвала, будь то солдаты или невинные дети, она оставляла на их телах незабудку, надеясь, что в последнее мгновение они обрели покой. Этот цветок и само его название стали символом ее вечной памяти о каждой жертве. Кроме того, Сакура всегда стремилась наносить удар настолько быстро, чтобы жертвы не успевали осознать происходящее и почувствовать боль. Подобным милосердием она избавляла людей от лишних страданий. В отряде охотников за пламенем, объединившем лучших воинов человечества, она была известна под кодовым именем Сэцуна, что означает «мгновение». Это не просто метафора ее скорости. С помощью своей техники Сакура могла буквально замораживать время, останавливая пространство вокруг. Для нее именно это застывшее мгновение воплощало истинное мастерство владения клинком и эстетику момента. Сакуру не покидал страх самой однажды превратиться в монстра. После особой операции, наделившей ее невероятной скоростью и теми самыми лисьими ушами, ее начали преследовать кошмары. Ей порой снилось, как она пожирает собственную сестру Рин. Кроме того, она страшилась, что окружающие и те, кого она защищает, видят в ней лишь очередное чудовище. Трагедия Сакуры в том, что вся ее сила оказалась бесполезной против человеческой паранойи. Ее сестру Рин заперли в тюремной камере, подозревая в ней потенциального хершера из-за данных приборов. Пока Сакура пыталась вызволить ее, солдаты, поддавшись страху, расстреляли девочку прямо в камере, несмотря на приказ не трогать заключенную. Как итог, это пробудило в Рин хершера эрозии. База превратилась в ад, а 3 последних города человечества были уничтожены ядерными ракетами. Сакура погибла, так и не сумев спасти единственного человека, ради которого она стала монстром и пожертвовала всей своей жизнью. Что же касается отсылок к Эванессе, здесь видна очевидная связь между прозвищем Сакуры Сэцуна и самим именем Эванессы. Оба слова означают «мгновение». А в сюжете версии 4.1 Эванесса как раз говорила о мимолетной красоте цветов, подтверждая эту преемственность. Разработчики взяли один из главных столпов концепта Сакуры – символизм очарования мгновения и буквально заключили его в имя новой героини. Можно дополнительно отметить, что Сакура выступала своего рода чистильщиком, а Эванесса в сюжете Старрейла – арбитр игр фонтаны. Это схожие амплуа судьи, но с разным весом. Если первая была вынуждена бесконечно отнимать жизни, то вторая следит за порядком в состязаниях. На очереди у нас осталось 3 отдельных Сакуры из так называемого Капитан-верса. Стоит прояснить, что это вообще такое. В Ханкай Импакте история развивалась не только в рамках основной кампании, но и в отдельных ивентах. Разработчики создали целую сюжетную линию в этих событиях, которую игроки прозвали Капитан-версом. И если основной сюжет игры — это главная линия, то Кэпверс — это целая россыпь альтернативных миров из ивентов внутри Квантового моря, особого измерения во вселенной Ханкая.
Здесь у Сакуры уже нет сестры Рин, и сама она предстает в самых неожиданных ролях. Например, в одном из таких миров она верховная жрица священного дерева, которая при всей своей традиционности не стесняется использовать в бою автомат вместо магии. К слову, в этом ивенте разработчики иронично обыграли тему ее ушей. Многие игроки часто спорят, не зайчи ли они. Ответ убил. Оказалось, что у нее не зайчи, даже не лисьи, а ослиные уши. Конечно же, это просто шутка, и Сакура на самом деле лиса. Что же касается других ивентов, то там она и вовсе играет роль спокойной хозяйки таверны, которая на деле оказывается элитным ниндзя со своими жесткими принципами. Но самой важной для нас героиней является Яэ Касуми. Это Сакура в киберпанк-стилистике, а ее история – масштабная драма о поиске души. Касуми была создана Кален Касланой как генетический клон оригинальной Сакуры. Вспомните начало ролика и историю Кален. У обычной Сакуры там была возлюбленная Кален и ее клон Тереза. Здесь же разработчики в ивенте поменяли роли. План был мрачным. Касуми как клон должна была стать новым сосудом для все того же Хершера Эрозии, чтобы освободить настоящую Сакуру. Но Кален не смогла довести дело до конца. В итоге она дала девочке имя Касуми, что значит «туман», и отправила ее подальше от деревни. Касуми выросла идеальным ниндзя. Для нее не существовало ничего, кроме миссии. В своем сюжете она возвращается в родной город, где по ходу дела узнает правду. Оказывается, душа настоящей Сакуры уже давно переселилась в тело Касуми. В финале этой истории Касуми покидает свой мир и присоединяется к команде загадочного мужчины, становясь наемником, путешествующим между мирами. В своей следующей миссии она появляется в высокотехнологичном костюме и сталкивается с хакершей Броней в противостоянии за особые источники энергии. Хакерша Броня — это, если что, еще одна альтернативная версия привычных нам персонажей. Именно на ее образе по большей части построен образ Серебряного Волка из Старрейла. К слову, у Брони на одежде написаны слова на русском «заяц» и «я голоден найти добычу», а сама она порой даже ругается великим русским матом, что само по себе довольно забавно в контексте игры. Блядь, 这下麻烦了。了解。Противостояние Сакуры и Брони заканчивается тем, что Касуми заключает сделку и, согласно уговору, помогает Брони выбраться в большой мир. И, похоже, Hoyoverse явно обожают символизм дат. Забавная деталь. Патч 4.2 в Старрейле выходит 22 апреля 2026 года, ровно через 5 лет после релиза версии 4.7 в Honkai Impact. Именно в тот день в игру ворвалась Броня-хакер, чье противостояние с Сакурой стало центральным событием сюжета. И вот теперь, день в день, история повторяется. Серебряный Волк и Эванесса, их прямые альтернативы, снова делят одну сцену. Подобное мы уже видели в патчах 3.4, когда Кевин и Файнон синхронно заявили о себе. Случайность ли это или тонкий намек на грядущую конфронтацию в сюжете, покажет время. И теперь, если собрать все эти разрозненные истории Сакуры в один портрет, перед нами предстанет вечный образ трагического защитника. В какой бы мир судьба ни забросила Сакуру, ее жизнь всегда превращается в танец вокруг двух вещей – священного древа и защиты дорогих людей. Сакура – это персонаж, обстоятельства которого вечно заставляют выбирать между собственной человечностью и безопасностью близких. Она становится монстром, ассасином или холодной жрицей не потому, что хочет этого, а потому что это единственный способ уберечь тех, кого она любит. Но обратите внимание на детали, в которых кроется истинная эволюция образа. Что действительно выделяет Эванессу на фоне всех ее предшественниц, так это ее невероятная, почти непривычная жизнерадостность. Игроки привыкли видеть Сакуру надломленной, холодной, отстраненной или вовсе эмоционально выгоревшей из-за перенесенных травм. А Эванесса? Она не ведет себя как робот-убийца, она фанатеет от комиксов, возится с тамагочи и, кажется, искренне наслаждается той жизнью, что у нее есть. Аха в анонсе героини не просто так наделил ее титулом «Вечной старшеклассницы». Вполне возможно, что разработчики посмотрели на все эти страдания, через которые Сакура прошла в других мирах, и решили, что на этот раз, пожалуй, хватит. Можно дать ей побыть счастливой. Однако, зная почерк сценаристов, за этим ярким фасадом в версии 4.2 обязательно найдется пара скелетов и тот самый стеклянный фундамент истории персонажа. На стриме показали, что Эванесса из фракции Искателей Эликсира, следующих пути изобилия. Как бы ни оказалось, что у нее тоже когда-то была своя Рин. Среди сообщества же даже есть догадка, что жизнерадостность Эванессы обеспечена не столько ее собственным характером, сколько перенятой чертой мертвой сестры. Именно так она чтит ее память. А в самой основе все та же отстраненная Сакура. Ждем раскрытия в будущем сюжете. Сценаристы уж очень редко делают персонажей без трагической предыстории, особенно в Старрейл, где чуть ли не у каждого второго либо мертвая семья, либо уничтоженная планета, либо все вместе.
Обязательно посмотрите прошлый ролик по подсказке на экране. Поддержать выход новых видео можно донатом или подпиской на Бусти. Спасибо за просмотр.